Поговорим об отказе от принятия наследства. Начнем с главного. Наследованием является переход прав и обязанностей наследства от физического лица, которое умерло, наследователя, и другим лицам, наследникам, согласно Гражданского кодекса Украины. В соответствии с Гражданским кодексом Украины наследование осуществляется по завещанию или по закону. Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство, либо не принять его в течение 6 месяцев, который начинается со времени открытия наследства, которое открывается со дня смерти лица, либо день, с которого он объявляется умершим. Для этого наследнику необходимо обратиться с заявлением об отказе от принятия наследства к нотариусу, либо в сельских населенных пунктах уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Следует различать не представление заявления о принятии наследства в течение 6 месяцев от подачи заявления об отказе от наследства. Так и в первом случае не осуществляется своего права, вследствие чего теряется полная возможность принять вообще наследство. В другом случае совершаются активные действия, то есть реализуется свое право на отказ от принятия наследства. Для отдельных категорий граждан предусмотрен особый порядок отказа от принятия наследства. Итак, физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от принятия наследства по согласию родителей, либо усыновителей, либо опекуна и органа опеки и попечительства. Родители, усыновители, опекун может отказаться от принятия наследства, причитающихся малолетнему недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и попечительства. Обращаю ваше внимание, это важно. Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным. Отказ от принятия наследства может быть отозван в течение срока, установленного для его принятия, то есть 6 месяцев. А теперь перейдем к деталям по видам отказа от принятия наследства. Отказ от наследства по завещанию. В Гражданском кодексе Украины предусмотрено, что наследник по завещанию вправе отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию. К наследованию по завещанию могут приглашаться не только наследники, которые указаны в завещании, но и наследники по праву на обязательную долю. Отказ от наследства по закону. Наследник по закону имеет право отказаться от принятия наследства в пользу кого-либо из наследников по закону, независимо от очереди. Наследник вправе отказаться от доли в наследстве наследника, который отказался от наследства в его пользу. Отказ от наследства может быть как в пользу конкретного лица, наследника, то есть адресный отказ, так и без указания такого лица, то есть безадресный. В зависимости от вида отказа его правовые последствия являются отличительными. При безадресном отказе от принятия наследства одним из наследников по закону из очереди, которая признана к наследованию, долю в наследстве, которую он должен был принять, переходит к другим наследникам той же очереди поровну. В случае адресного отказа доля, от которой отказался наследник, переходит к тому или иным наследникам, указанным их в заявлении. Кроме того, в случае адресного отказа в свидетельстве о праве на наследство отображается доля, от которой отказался наследник. Отказ от наследства – односторонняя сделка, недействительность которого может быть признана на общих основаниях в порядке гражданского судопроизводства. Отказ от принятия наследства может быть признан судом недействительным по основаниям. Отказ, который был осуществлен дееспособным физическим лицом, который в момент такого отказа не осознавал значения своих действий и или не мог, например, ими руководить. Статья 225 Гражданского кодекса Украины. Такой отказ от наследства может быть признан судом недействительным по иску самого лица, а в случае его смерти по иску других лиц, чьи гражданские права либо интересы нарушены. Также, если лицо, совершившее сделку, ошиблось относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение, такая сделка может быть признана судом недействительной, согласно статье 229 Гражданского кодекса. Если одна из сторон сделки умышленно ввела другую сторону в заблуждение относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение, согласно статье 229 Гражданского кодекса Украины, такая сделка также признается судом недействительной.
Сделка, совершенная лицом против его настоящей воли, в результате применения к нему физического или психического давления со стороны второй стороны, либо со стороны другого лица, признается судом также недействительной, согласно статьи 231 Гражданского кодекса. Если сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства, им на крайне невыгодных условиях, может также быть признана судом недействительной, независимо от того, кто был инициатором такой сделки. Статья 233 Гражданского кодекса Украины. Статья 1274 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что возможность признания судом недействительного отказа от принятия наследства свидетельствует об особом статусе такого отказа. В общем, отказ от наследства без указания субъекта, в пользу которого сделан такой отказ, должен вступать в силу по истечению срока на принятие наследства. В данной статье не установлено, когда получает право на наследование лицо, в пользу которого сделан отказ. Поэтому можно утверждать, что безадресный отказ от наследства может быть признан судом недействительным лишь по истечению 6 месяцев, поскольку в течение 6 месяцев лицо вправе отозвать свой отказ от принятия наследства. По практике, принятие наследства органами опеки и попечительства в интересах недееспособных лиц, либо когда ребенок лично отказывается от принятия наследства, продавать принадлежащее ей по праву наследования имущества и деньги класть на его личный счет по достижению совершеннолетия, либо приобретение дееспособности. Такой порядок позволит гарантировать благоприятное для интересов ребенка разрешение ситуации и позволит в будущем полностью дееспособному лицу решать судьбу наследственной доли. Перейдем к последствиям. Отказ от принятия наследства одного из наследников по завещанию. Доля в наследстве, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну. Отказ от принятия наследства одного из наследников по закону с той очереди, которая имеет право на наследование, доля в наследстве, которую он имел право принять, переходит другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну. Положение статьи, согласно статьи 1275 Гражданского кодекса, не применяется, если наследник отказался от принятия наследства в пользу другого наследника, а также когда завещатель подназначил другого наследника. Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права по наследованию по закону.